Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем смотреть на рюкзак Т-20 от российского производителя компании Группа 99. Прежде чем начать, хочу рассказать небольшую предысторию, как вообще происходят обзоры на новые продукты на нашем канале. Обычно к нам обращается производитель, предлагая какой-то продукт, на который он хочет от нас обзор. Если продукт изначально нам кажется годным и интересным, мы соглашаемся, оговариваем все условия, и производитель отправляет нам продукт. Как только продукт попадает к нам в студию, мы его внимательно изучаем, насколько это возможно. Далее мы пишем сценарий, готовим съемку, снимаем, монтируем и, наконец, выкладываем видео на наш YouTube канал. Но в данном случае история немного другая. Я купил себе этот рюкзак во время очередной распродажи от Группы 99. Я давно к нему присматривался, и как только увидел, что на него есть скидки, то сразу же купил. Я проходил с этим рюкзаком 4 месяца, съездил с ним на Страйкон в Чехию, и только потом нам написали парни из группы 99 с предложением сделать обзор на этот рюкзак. Поэтому в этом обзоре будет немного больше личного опыта, чем это бывает обычно. Итак, почему для покупки я выбрал именно этот рюкзак? Мне нужен был универсальный рюкзак, который бы я мог использовать на повседневку в городе, для путешествий, для легкого трекинга и для однодневных походов за городом. В повседневном использовании у меня в рюкзаке обычно находится кофта, павербанк с проводами, мультитул, какие-то документы, зарядка для электросамоката, иногда бутылка с водой. Но бывает, что я нагружаю рюкзак всякими продуктами после похода в магазин, всякими камерами, стабилизаторами и прочим съемочным оборудованием. Для загородных прогулок набор содержимого рюкзака похож, только вместо зарядки для электросамоката в рюкзаке появляется запас еды, немного больше воды и лишняя куртка. У Т-20, на мой вкус, самый идеальный размер для этих задач. Он не сильно мелкий и не сильно большой. У него очень удобный обтекаемый дизайн и эргономика в стиле ничего лишнего. Когда рюкзак пустой, его можно затянуть утяжками, и он становится очень-очень компактным. Рюкзак выпускается в разных расцветках, в том числе в мультикаме. А недавно они его выпустили еще в новом цвете Умбра. Но для городского использования я выбрал цвет асфальт, чтобы он не воспринимался однозначно как военно-охотничий, и чтобы он лучше сочетался по цвету с моим электросамокатом. Помимо дизайна, от других подобных рюкзаков Т-20 отличает очень крутая жесткая спинка с каналом для вентиляции. За счет этой спинки рюкзак очень хорошо распределяет вес по спине, снимая нагрузку с плечей. Еще такая спинка позволяет комфортно таскать в рюкзаке всякие твердые предметы непонятной формы, например, тот же стабилизатор от камеры, который в рюкзаке с мягкой спинкой впивался мне в спину. Канал для вентиляции сделан посередине. С одной стороны он выполняет функцию непосредственного проветривания, а с другой стороны он перераспределяет точки давления на широчайшие мышцы спины. Лямки умеренной жесткости. С одной стороны они не дубовые, а с другой стороны они не режут плечи, если рюкзак хорошенько нагрузить. На лямках есть петли и велкро для фиксации проводов, например, от рации, или шланга от питьевой системы. Регулировка лямок по размеру очень удобная, в том числе из-за материала стропы. Надо затянуть, тащишь концы лямок вниз. Надо расслабить, хватаешь за хлястик и поднимаешь вверх. Скользит все просто идеально. Если вам нужно зафиксировать рюкзак еще и за пояс, то тут есть поясные стропы. Если они не нужны, их можно спрятать в спинку рюкзака через боковые отверстия. Что я, собственно, и сделал, так как поясной стропой я не пользуюсь. У этого рюкзака всего один основной отсек, внутри которого есть 3 кармана. Один карман под ноутбук, документы или гидратор, и 2 боковых кармана под бутылки с водой или другие предметы. Решение с внутренними карманами для воды, на мой личный вкус, удобнее, чем когда эти карманы находятся снаружи. Плюсом, когда вода находится внутри рюкзака, она меньше подвержена влиянию окружающей температуры, что бывает важно. В верхней части есть отверстие для вывода шланга гидратора. На дне есть отверстие с люверсом для слива воды или отсеивания пыли из рюкзака. Как вы успели заметить, у этого рюкзака загрузка вертикальная, однако клапан открывается почти до середины рюкзака. У более крупной модели Т-30 загрузка горизонтальная. Там это имеет смысл из-за габаритов. В случае Т-20 особого смысла в такой загрузке нет. На клапане находятся 2 кармана, внутренний и внешний. Во внутреннем кармане из сетки я обычно ношу паспорт и другие подобные предметы. Во внешнем очень удобно таскать ключи. Молния тут хорошая, и ты интуитивно, не задумываясь, закидываешь туда ключи, просто потянув за хлястик.
На этом кармане есть панелька для патчей. Ее размером я недоволен, потому как самые популярные по размерам патчи сюда не помещаются и вылезают за пределы. Была бы она на пару сантиметров пошире, было бы лучше. На внешней стороне рюкзака есть органайзер, в котором есть 3 кармана и куча ячеек из эластичной стропы для крепления всяких ручек, мультитулов, ножей, проводов и так далее. Опять же, тут все по принципу ничего лишнего, и по сути ты пользуешься всем. С наружной стороны, по бокам и внизу рюкзака есть ячейки моли для установки сюда дополнительных подсумков, если вам покажется, что места в рюкзаке недостаточно. Я видел фотку, как на боковые панели такого рюкзака народ в военном применении вешал 2 подсумка для пулеметных коробов на 200 патронов и, собственно, таскал там эти короба с патронами. Я пока сюда никаких подсумков не вешал, и по факту лично мне эти моли-стропы не пригодились. Еще по бокам есть стропы с застежками для крепления всякой беды, например, топора или небольшого штатива. Фурнитура у этого рюкзака очень прочная. Чтобы вы понимали, насколько я ей доверяю, вот на этих кадрах маленький фастекс на груди держит чемодан со всем моим съемочным оборудованием. И я проделывал такой трюк не один раз. На случай дождя на дне рюкзака есть отсек с влагостойким чехлом. Если вы таскаете в рюкзаке оборудование и попадаете под ливень, полезность этого чехла переоценить сложно. Что касается материалов, тут нейлон, нейлон и нейлон. Производитель, уверовав в силу нейлона, крепкие нитки и навык своих швей, дает на этот рюкзак бессрочное сервисное обслуживание. Условия гарантии, кстати, очень привлекательные, но расписывать подробно я их тут не буду, чтобы не тратить ваше время. Но если вам очень и очень интересно, ссылку на все эти подробности я, конечно же, оставлю. В конце видео я хотел нарочно высказать какую-нибудь критику по поводу этого рюкзака. Но вы же любите, когда кто-то что-то критикует. Но по факту, попользовавшись 4 месяца этим рюкзаком, каких-то реальных минусов я найти не смог. Если вы тоже пользователь такого рюкзака, можете оставить свое мнение в комментариях и рассказать свою историю. Хотя нет, вру, есть один минус, про который стоит сказать, это цена. Рюкзак нифига не дешевый, и без скидок он стоит более 8000 рублей. И, конечно, бы хотелось, чтобы при том же качестве и тех же материалах он стоил каких-нибудь 3-4 тысячи. Эй, парни из группы 99, ну-ка сделайте этот рюкзак более народным. Хотя для истинных ценителей халявы есть лазейка. С 22 июня по 12 июля в своей группе ВКонтакте группа 99, группа в группе, разыгрывает как раз именно такой рюкзак. Условия розыгрыша самые простые, все подробности есть по ссылке в описании. Кроме того, в этот период вы можете приобрести одежду Калашников с 20% скидкой. Ссылка тоже в описании. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ничего. До скорого!